Всем привет, с вами Эд. В сегодняшнем видео я вам покажу, как вязать салфетку, которую, возможно, вы уже встречали на просторах интернета и даже видели схему, как вязать эту салфетку, но по каким-то своим причинам вы до сих пор так ее и не связали. Данная салфетка разработана Еленой Юматовой, ссылочку на ее инстаграм я оставлю в описании под этим видео, переходите, подписывайтесь, и на ее страничке вы также найдете полную схему, описание и даже расчеты. А я тем временем снял видео мастер-класс специально для любителей вязать по видео. Также я постараюсь объяснить, как из салфетки связать дорожку или даже скатерть. Давайте смотреть. Вот как выглядит эта салфетка в заблокированном виде, то есть она у меня на листе пенопласта. Пенопласт у меня блестит, потому что он у меня вокруг вот так обмотан, обклеен широким скотчем, чтобы он немного подольше служил, потому что он крошится. Он даже и так крошится, но без скотча он вообще 2-3 раза все. Итак, вот заблокирована у меня эта салфетка. Блокировать, я вам ее скажу, сложновато даже. То есть сначала вам нужно растянуть вот эти части, где столбики без накидов у нас. Растянуть хорошо и заколоть иголками. Затем уже мы идем вот по углам. И потихоньку, постепенно мы уже начинаем придавать форму, какая нам нужна. Но даже когда, если, например, начинать просто приколоть какие-то крайние пикошки, то не получится. Вот этот квадрат, он, я не знаю, он то ли больше кажется, потому что столбики без накида больше места занимают. И кажется, что этого очень много, а ажурной части маловато, надо было бы еще раппортов добавить, но по сути нет, просто столбики занимают больше места, чем воздушные петли. А когда растягиваете, все нормально получается. Но в любом случае, я же вам повторяю, что нужно сначала заблокировать вот эти части со столбиками без накида, а затем уже всю остальную салфетку. Итак, для данной салфетки я использовал крючок 1,75 мм. Пряжа стопроцентный мерсеризованный хлопок Ани, называется пряжа, от фирмы Циркула. В нем 500 метров в этом мотке и весит он 147,5 грамм. На выходе эту салфетку я взвесил, она у меня получилась 93 грамма, то есть вот я брал пряжу из центра, сколько осталось. Я вам скажу сразу, в России вы эту пряжу не найдете, я живу в Бразилии, поэтому вяжу этой пряжей. Другой пряжи здесь нет, в принципе, импорта, и поэтому я вяжу этой местной. Но вы можете использовать любую пряжу, которая вам нравится, главное, чтобы это был хлопок, он лучше держит форму. По размерам у меня эта салфетка получилась 40 сантиметров. Также по этой схеме я связал вот такую дорожку. Дорожка получилась большая, размер у нее здесь такой же 40 сантиметров, и в длину она у меня 1,20 м. Вы также можете связать либо дорожку, либо салфетку, либо вообще скатерть. Данную дорожку я вязал уже другой пряжей и другим крючком. Вот крючок, это 2 мм. И пряжу я использовал уже другую, здесь в мотке 150 грамм и 405 метров. На такую дорожку 120 на 40 у меня ушло почти ровно 2 таких мотка. Вот что у меня осталось. То есть у меня один целый ушел и второй вот чуть-чуть совсем осталось. Для того, чтобы вам связать скатерть либо дорожку, вам в любом случае нужно будет необходимо просто связать сначала вот такую салфетку, чтобы узнать, сколько сантиметров в одном раппорте узора. И вы должны посчитать, точнее, измерить стол, например, вам нужна скатерть. Вы измеряете количество, сколько вам нужно сантиметров, например, 50 сантиметров. И здесь в одном раппорте, например, у вас 10 сантиметров. Получается 50 разделить на 10 будет 5. То есть вам нужно 5 вот таких раппортов. 2 раппорта здесь уже есть. И вам нужно еще 3. То есть вы набираете по схеме, как обычно, 48 изначальных цепочку из 48 воздушных петель, а далее уже прибавляете по 27 петель, это один раппорт каймы, сколько вам нужно раппортов. Потому что данный раппорт
9 ячеек, это 27 петель. При вязании данной дорожки я допустил ошибку и неправильно посчитал изначальную цепочку из воздушных петель. Вот я вам сейчас эту ошибку покажу. Вот у меня здесь раппорт. То есть вот видите, вот этой части здесь быть не должно. Здесь должны идти вот попкорны, потом сразу вот этот узор и вот опять попкорн. То есть вот он наш раппорт. А у меня здесь лишняя полоска, ее быть не должно. Почему у меня не получилось? Потому что я неправильно посчитал. Как я считал? Я посчитал, что мне нужно по моим размерам 11 вот таких раппортов. Так как один раппорт это 27 петель, я просто 11 умножил на 27. И у меня получилось 297, кажется, воздушных петель цепочка. Я набрал, начал вязать, провязал. Когда дошел до каймы, я увидел, что все, у меня рисунок просто не сходится. Но распускать уже я все не стал, и я просто вот вышел вот таким способом. Просто добавил вот такую полоску. Если же вы хотите, чтобы у вас все было хорошо, естественно, нужно посчитать все правильно. По сути, в моей ситуации мне нужно было 11 раппортов, мне нужно было набирать воздушные петли не на 11 раппортов, а на 9. То есть 48, которые у нас изначально есть. Потом вот эти 9, которые мне нужны, умножить на 27. И вот это количество мне нужно было набирать. То есть 48 плюс 9 умножить на 27, скажем так. Потому что в 48 петлях у нас уже 2 раппорта есть. И потом оставшиеся 9. Ну вот я посчитал неправильно, я сразу раппорты умножил на 27 и вот так я, скажем так, лоханулся. Вот, но в любом случае вы заходите на страницу Елены, у нее все расписано, у нее есть схема, вы более опытные вязальщицы, может быть, кто смотрит, вы напишите даже мне в комментариях, как правильно считать, потому что я могу, даже сейчас, я могу ошибиться и неправильно что-то сказать, а потом меня тухлыми помидорами закидают. Я сразу говорю, я не математик, считать вообще не умею, не люблю, ничего не понимаю. Вот. И вот так у меня получилось. Поэтому я делюсь с вами, чтобы у вас не было таких ошибок. Обратите сразу на это внимание, посчитайте. Но с другой стороны, то, что я допустил ошибку, я думаю, будет очень интересным и полезным для вас знать то, что можно выйти из такой ситуации вот таким способом. Вот эти две полоски, которые я добавил, особо ничего это не меняет, сильно узор это не устрашает, скажем так. И вы не расстраивайтесь, если вдруг вы неправильно что-то посчитали, всегда можно из ситуации выйти, найти выход. Итак, я думаю, это видео будет очень интересным и полезным для вас. Я желаю всем приятного просмотра. Итак, для начала работы нам нужно связать цепочку из 48 воздушных петель. Для этого берем нить, вот так на палец указательный кладем и средним придерживаем. Все, берем крючок и вот так его оборачиваем. Вот у нас получается вот такая петля. Затем цепляем рабочую нить и в эту петлю вытягиваем. Затягиваем, вот у нас получается наш первый узелок. Он за первую петлю не считается. Еще раз вам показываю. Нить вот так на пальце указательный. Хвостик здесь, ближе к нам. Крючок. И прям вот так по часовой стрелке крючок обматываем. Вот она наша петля. Нить и вытягиваем. Затягиваем. Все. И помним, это первой петлей не считается. Далее. Цепляем нить и в нашу петельку вытягиваем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Продолжаем вязать. Нужно провязать такую цепочку из 48 воздушных петель. Итак, вот я провязал цепочку из 48 воздушных петель. Теперь приступаем к первому ряду. В первом ряду мы будем вязать столбики с одним накидом, между столбиками 2 воздушные петли и будем пропускать также 2 воздушные петли нашей основы. Для этого
так как у нас будет здесь воздушные петли подъема, которые будут нам заменять первый столбик и две воздушные петли, я также сразу вот эти две воздушные петли мы будем пропускать. И вот я пальцем зажимаю, чтобы мне не запутаться. Вот сразу третью петлю, раз, два пропустим, и в эту третью мы будем вязать уже столбик. Так, первый столбик и две первые воздушные петли мы заменяем все вместе 5 воздушных петель подъема. Здесь пальцем держу свой столбик, чтобы мне потом не запутаться. Сюда будем провязывать. То есть третья петля от крючка. Раз, два, три. Теперь 5 еще вяжем. Раз, два, три, 4 и 5. Эти 5 воздушных петель, это у нас 3 петли, это столбик, и 2 петли, это 2 петли между столбиками. Накид на крючок, и вот петля, которую я зажимал, в нее, вот прям за верхнюю берете половинку и провязываем столбик с одним накидом. Вот у нас получился якобы первый квадратик наш, то есть столбик, 2 петли, столбик. Далее 2 воздушные петли, накид на крючок. Вот здесь мы провязывали столбик, получается следующие 2 пропускаем, и в третью мы вяжем столбик с одним накидом. Опять раз, два, накид, 2 пропустили, в третью вяжем столбик с одним накидом. Раз, два, накид, 2 пропустили, в третью вяжем. Все, таким образом продолжаем вязать до конца нашей цепочки. А в самом конце я покажу, как мы будем вязать. Почему? Потому что вот эти 2 крайних столбика мы всегда, и с этой стороны, и с той, мы будем вязать удлиненные столбики с одним накидом. Они же тоже также называются патентный столбик с одним накидом. Все, когда я дойду до конца цепочки, я вам покажу. Итак, вот я провязал практически нашу цепочку до конца. У меня здесь получилось 14 ячеек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И здесь у меня осталось место как раз для крайних 2 ячеек. Я уже здесь выполнил 2 воздушные петли. Теперь накид на крючок. Пропускаем также 2 следующие петли основания, и в третью выполняем удлиненный столбик с одним накидом, он же патентный столбик. Так, я сделал накид, 2 пропускаем, в третью, как обычно, вставляем крючок и провязываем удлиненный столбик, то есть вытягиваем нить, как обычно мы провязываем в столбике с накидом. Только в столбике с накидом мы бы сейчас, следующий шаг наш был, мы провязали 2 петли, потом оставшиеся 2. Здесь нет, здесь мы провязываем вот так одну, потом 2, потом оставшиеся 2. То есть по высоте этот столбик что-то между столбиками с 2 накидами и между столбиком с одним накидом. Этот столбик здесь по краям, и здесь у нас потом будет, потому что у нас здесь поворотные ряды. Эти столбики здесь в схеме предусмотрены для того, чтобы хотя бы в сантиметрах схема была одинаковая, потому что все равно при вязании у нас она будет немножечко разниться. Ну, на глаз это, конечно, видно не будет, но все равно, чтобы компенсировать эти миллиметры и сантиметры, у нас здесь по краям будет 2 удлиненных столбика. Далее также 2 воздушные петли, накид на крючок. Также пропускаем наши следующие 2 петли, и вот у меня остается одна единственная петля, в которую мы провязываем также удлиненный столбик с одним накидом. Вот, вытащили нить, у нас 3 петли. Сначала одну, а то бы мы провязали 2, но мы здесь одну провязываем, а потом уже 2 и опять 2. Все, наш первый ряд завершен. Приступаем ко второму ряду. Делаем 5 воздушных петель подъема. Раз, два, три, 4, 5. Разворачиваем наше вязание. Накид на крючок. В следующий столбик
выполняем также удлиненный столбик с одним накидом. Одна петля, затем 2, затем оставшиеся 2. Теперь 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем следующий столбик и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Вот так. Далее 2 воздушные. 1, 2, накид. И в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Пропускаем следующий и в следующий выполняем столбик с одним накидом. Две воздушные. В следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Далее опять 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И таким образом продолжаем вязать этот ряд до конца. То есть вот что у нас получается. 2 столбика провязали, 7 воздушных, здесь один пропустили, сюда связали столбик, 2 воздушные, столбик, 7 воздушных. То есть вот по 2 мы здесь пропускаем ячейки, то есть по одному столбику. Теперь опять 7 воздушных, вот этот столбик пропустили, и сейчас в этот вяжем столбик, 2 петли, столбик. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Итак, вот я провязал практически ряд до конца. Выполнил вот последние 7 петель, столбик, 2 петли, столбик. Теперь получается у меня по рисунку должно быть 7 воздушных петель. Я так и выполняю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем следующий столбик, как обычно по рисунку, накид на крючок, и не забываем, последние 2 столбика мы вяжем удлиненными. Я сделал так 7 воздушных петель, накид на крючок, в следующий столбик провязываю сначала одну петлю, потом 2, затем оставшиеся 2, то есть удлиненный столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные, накид на крючок, и здесь в третью петлю, то есть у нас здесь было всего 5, 2 на столбик, 2 на арку и 1 получается как бы у нас в углу. Вот мы здесь пропускаем 1, 2, и вот она моя третья петля, и в нее я вяжу также удлиненный столбик с одним накидом. Все, вот наш второй ряд. Далее приступаем к третьему ряду. Также выполняем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем работу. Накид. В следующий столбик вяжем удлиненный столбик. Сначала 1 петля, затем 2, затем опять 2. Все. Теперь 2 воздушные петли. Накид на крючок. У нас здесь было 7 петель, получается 4-я петля центральная. В нее вяжем 2 столбика с одним накидом и между ними 2 воздушные. То есть вот я отсчитываю, вот она. Вот у меня столбик, следующий 1, 2, 3, и получается вот сюда в 4-ю я вяжу столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом сюда же, в эту же петлю. Вот так получается.
Здесь 2 сделали петли, и тут теперь 2. Теперь делаем 3 петли. Дальше до конца ряда у нас будет по 3 петли везде. Только здесь в начале и в конце, в этом месте у нас будет 2 петли. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Вот эти 2 столбика следующие мы соединяем общей вершиной. Накид на крючок. Выполняем столбик с одним накидом, незавершенный, то есть вытягиваем нить и протягиваем через петлю и нить. Не завершаем. Далее опять накид в следующий столбик. Провязали незавершенный столбик с одним накидом. У нас получается 2 столбика незавершенные и 3 петли на крючке. Теперь все эти 3 петли мы провязываем вместе. Вот получается вот так. Далее у нас опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Отсчитываем 4-ю петлю и в нее вяжем вот эту вот байду. 2 столбика в одно основание, и между ними 2 воздушные. Считаем, вот наш столбик. 1, 2, 3. Вот она, моя 4-я петля. И в нее я вяжу 2 столбика. Столбик 1, 2 воздушные петли, столбик 2. Все. Далее опять 1, 2, 3 воздушные. И вот эти опять следующие 2 столбика мы соединяем вместе. То есть провязываем в первый столбик. Один столбик с одним накидом незавершенный. Накид. Во второй столбик провязываем незавершенный столбик с одним накидом. 3 петли на крючке. Все их теперь провязываем вместе. Вот у нас так получается. Далее опять у нас 3 воздушные петли и раппорт повторяется. Таким образом провязываем ряд до конца. Когда я подойду к завершению, я вернусь и покажу. Итак, я подошел практически к завершению. Вот я соединил последние 2 столбика общей вершины, сделал 3 воздушные петли. У меня остается последняя арка из 7 воздушных петель. И здесь точно так же в среднюю петлю из 7, то есть в 4-ю, мы выполняем 2 столбика, между ними 2 воздушные. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот моя 4-я петля. В нее я провязываю 2 столбика, между ними 2 воздушные. Далее, вот здесь конец ряда, как я вам и говорил, у нас везде здесь между было 3 воздушные, но только в начале и в конце мы делаем 2 воздушные. 1, 2. Все. Далее, как обычно, у нас последние 2 столбика удлиненные, то есть накид, 1, 2, 2 петли. Далее 2 воздушные петли, накид на крючок и также удлиненный столбик. Отсчитываем 1, 2, вот 1, 2 и в 3-ю петлю вяжем удлиненный. Далее приступаем к 4-му ряду. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем нашу работу. Этот 4-й ряд у нас будет такой же, как был и 2-й. То есть 7 петель, 2 столбика, 7 петель. Так, сделали 5 воздушных петель, накид на крючок. В следующий столбик выполняем удлиненный столбик. 1, 2, 1, 2. Теперь здесь у нас идет 2 воздушные петли. В следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Две воздушные петли. В следующий столбик вяжем столбик с одним накидом.
Далее 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем наш столбик, который был с общей вершиной, и в следующие 2 столбика вяжем по столбику и между ними 2 воздушные, то есть накид. Вот пропустили, который был с общей вершины, и в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. 2 воздушные, накид. И в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом. Далее опять 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем общую вершину и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные, столбик с одним накидом, в следующий столбик. Тут уже мало осталось, уже провяжу ряд с вами до конца. То есть, смотрите, я вам сейчас объясню. Столбики, которые у нас были с общей вершины, мы их пропускаем. А столбики, которые у нас были с общим основанием, то есть вот они расширяются, мы в них вяжем. То есть у нас идет расширение и вот так. Следующий ряд уже будет сужение. Вот так. Расширение, сужение. То есть вот это получается то же самое. Сузился. И здесь у нас просто рисунок уже начинает повторяться. И скоро он будет уже похож на правду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, вот я провязал 4-й ряд до конца, выполнил последние 2 столбика. Теперь у меня здесь 2 воздушные в конце. И здесь мы также выполняем накид на крючок, удлиненный столбик, 2 воздушные, накид. Считаем 3-ю, 1, 2, 3-я петля. В нее вяжем также удлиненный. Все, 4-й ряд провязали. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом #VяжуСДуду. Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Пишите свои комментарии, мне будет очень приятно почитать. Также подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и присоединяйтесь ко мне в Instagram. А с вами был Эд, до скорого.